Я, великий царь Васусарма, великий царь, герой, сын великого царя Туваты, героя, в то время как вражеские цари, 7 царей, восстали против меня как враги, и царь города Парзута пошел на меня войной, 3 царя остались мне верны и заключили со мной союз. Царь Варпалава, царь Киякиас и царь Рувата. В течение 3 лет эта вражеская коалиция совершала набеги. В первый год пехоты и колесницы, во второй год. На 3-й год боги Тархунза, Сува и Рунти встали на мою сторону. Благодаря их божественной силе мы сокрушили конницу и пехоту врага. Мы окружили город Парзута. Мои кони и воины ворвались вовнутрь. Мы подожгли город, увели их скот, захватили женщин, детей и богатство. Я, великий царь Васусарма, стер этот город с лица земли. После этой победы я установил новые границы своего царства Табал. Враги пали передо мной. Мои подданные стали жить в мире и безопасности под моей властью. Тот, кто придет в будущем, сотрет это имя, уничтожит эту надпись или осквернит этот памятник, пусть великий бог грозы Тархунза и все боги Табала уничтожат его самого, его потомство и его имя на этой земле. Вот такой текст выбит на знаменитой базальтовой скале Тапада, неподалеку от города Невшехир, главного туристического центра Каппадокии. Выбиты они были во второй половине 8 века до нашей эры на хетском языке лувийскими иероглифами. Датировка точная. Различные ученые расходятся лишь в 5-10 лет, так как имена участников этой вселенской битвы неоднократно упоминаются в различных ассирийских летописях. То есть надписям ориентировочно 2750 лет. Кстати, называть эти картинки иероглифами не совсем правильно. Они больше похожи на ребус. То есть это какое-то слоговое письмо. Но чтобы было понятней, например, если изображены полрыбы с головой, то это слог ры. А если полрыбы с хвостом, то это ба. И вот смотрю я тут на разные ноги и думаю, наверное, если идут вправо, то это пришел. А если идут влево, то это ушел. Я, конечно же, шучу, но черт его знает, может, так и было. Надпись выбита на 8 строк в твердейшем базальте. Но хетты всегда славились в древнем мире своими навыками по выплавке и обработке железа. Удивительно, но скала находится посреди чистого поля, и рядом не видно никаких городищ и селений. И само собой возникает вопрос, а для кого все это писано? Кто-то же должен был прочесть и проникнуться. Но не может же быть так, а? Ну, думаю, пойду дальше, посмотрю до конца. Мест для написания подходящих, просто завались. Но что-то не дает мне покоя, не отпускает. Забегая чуть вперед, я скажу, что, конечно же, я все нашел. И для кого, и почему. Я же всегда вам показываю то, что другие не покажут. Поэтому, если вы и дальше хотите видеть и слышать что-то новое, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комменты. Но пока встретились только следы неудачных попыток вырубки каменных блоков киркой или зубилом и от попыток расколоть базальт клиньями. Но, видимо, что-то у них тут пошло не так. Либо селенок не хватило, либо инструменты подвели. Дойдя до конца каменной гряды и не обнаружив ничего интересного, я повернул в обратную сторону и увидел вон там на горизонте какое-то темное пятно. По всей видимости, пещеру. Ну и подумал, может обойти, но не увидел дороги. Пойти туда напрямки через поле, после дождя я там утону в грязи. А ладно, подумал я, телепортируюсь. И вот что там оказалось. Буквально сразу в начале такой же базальтовой гряды я обнаружил вход в еще одну пещеру. Правда, он практически полностью был засыпан. Причем сверху он был ограничен прекрасно срезанной вертикальной базальтовой скалой. А вот здесь, под базальтом, находится кое-что интересное. Как оказалось, в этом месте слой базальта довольно небольшой, 1–1,5 метра. Далее идет слой спрессованного вулканического пепла, примерно сантиметров 30–40, и под ним уже слой вулканического туфа. Это смесь гашеной извести, кусочков базальта и вулканического пепла. В результате получается такой своего рода природный низкокачественный бетон. Причем, что интересно,
Он, как и некоторые известняки, на воздухе начинает со временем твердеть, так как происходит так называемый процесс рекарбонизации. То есть гашеная известь начинает впитывать в себя молекулы углекислого газа из окружающего воздуха, которые она потеряла при обжиге, и снова превращаться в известняк. Ну а как известняк превратился сначала в негашенную известь после натекания на него горячей лавы, а потом в гашеную, я думаю, уже объяснять не надо. Если кто не знает, напишите в комменте, я объясню. Именно этот податливый и легкий в обработке материал и послужил очень удобной основой для строительства всевозможных подземных и скальных городов Каппадокии. Слой туфа местами достигает здесь сотен метров, что позволило местному населению за много веков выкопать настоящие подземные города по 7-8 уровней на глубину до 80 метров. Началось это примерно за 2000 лет до нашей эры, во времена лувийцев и хеттов, а закончилось практически в Средневековье. Весь этот слой туфа был наработан за миллионы лет извержениями нескольких десятков больших и малых вулканов в этой местности. Скорее всего, я обнаружил как раз тот самый начальный прообраз подземного города, созданный еще хеттами, так как грозная надпись на противоположной стороне поля, судя по всему, была сделана именно для населения этого каменного муравейника. И вот эти начальные попытки построить себе жилые помещения в слое туфа в последующие века и привели к созданию городов типа Каймаклы и Деренкую. И чем дальше я продвигался вдоль гряды, тем больше и больше я открывал новых пещер. Но скорее всего с этой стороны это были просто провалы, а вот помещения становились все больше и больше. Я не очень-то люблю в одиночку лазить по подземельям, так как случись что, никто тебе не поможет. Позвонить из подземелья, даже если останешься жив, вряд ли получится. Одно успокаивало, что туф не подвержен трещинам и редко обваливается большими кусками. В этом я убедился, будучи накануне в подземном городе Каймаклы, где одновременно ходят сотни туристов, и все очень даже безопасно. Я не видел там никаких следов обрушений. Однако фонарь я все-таки с собой не взял. Я ведь ехал смотреть только надписи на скале. Помещения здесь уже вырубались на нескольких уровнях. Вот, например, здесь есть вход в комнату наверху и еще один вход вниз. Но, скорее всего, это какое-то хранилище было, типа цистерны для воды, что ли, потому что оно соответствующе оформлено. А вот здесь вот был второй этаж с окошком. И вот здесь, скорее всего, изначальный вход в это подземное помещение, ну, судя по отполированным стенкам. Но выглянув туда, я увидел, что оно продолжается еще дальше, на следующий уровень. То есть гора реально представляет собой такой, знаете ли, каменный муравейник. И вот почему-то именно в этом месте меня, так сказать, и накрыло. Я вот прямо очень четко почувствовал, что мне отсюда надо срочно валить. Я не раз уже рассказывал, что я по-разному воспринимаю некоторые древние подземелья, захоронения и другие места. Но здесь я прямо кожей почувствовал какую-то жуть. Только вот непонятно, откуда она могла исходить в этом хорошо освещенном, просторном и достаточно безопасном на первый взгляд месте. В силу своей профессиональной подготовки я стараюсь всегда доверять своему чувству опасности, и поэтому не стал лезть туда, где мне были явно не рады. И без этого здесь навалом других не менее интересных мест. Идем дальше и видим еще один вход. Причем этот вход был рукотворный. Четко видно его правильную форму с вертикальными стенками. То есть, либо это было световое окно, либо действительно вход. Но у меня такое ощущение, что на эту сторону выходили не все входы. Часть из них выходила, скорее всего, уже и на другую сторону. Но так как после хождения по мокрой после дождя траве у меня уже громко хлюпала в туфлях вода, то версию эту проверять я не стал. Уж извините. Оставим на следующий раз. Сюда обязательно нужно будет приехать еще. И вот посмотрите, какое удивительное помещение я нашел. Оно явно было какое-то культовое, нежилое. Здесь есть вход в глубину,
Причем он моей излюбленной трапециевидной формы. Фонаря у меня с собой не было, поэтому пришлось включить фонарик на телефоне. Много им, конечно, не осветить. И то, что вы видите, в общем-то, это только благодаря камере. Человеческий глаз мой все это воспринимал просто как кромешную темноту с небольшим световым пятном вдали. А камера все-таки более светочувствительна. Конечно, качество съемки резко упало, но то, что там есть проход еще дальше, я увидел только при монтаже фильма. Видно, что там в глубине лежат камни. И теперь понятно, откуда отчетливо доносились звуки капающей воды. Причем капающей на воду, находящуюся в какой-то емкости. Вот даже микрофон уловил, прислушайтесь. В общем, в этой пещере я окончательно понял, что без хорошего снаряжения, как то мощного фонаря, стека, запаса батареи и подходящей обуви, дальнейшее брожение по этим пещерам и мокрой траве становится бессмысленным. Наскоком это пещерное поселение не взять, поэтому нужна отдельная экспедиция. Хотя, в принципе, уже кое-какие выводы можно сделать. Здесь мы видим начальную стадию сооружения больших подземных городов, вроде Деренкую, Каймаклы и прочих. Их там уже около десятка обнаружено. Скорее всего, все начиналось вот с таких поселений. А далее уже, когда в них поселились ассирийцы, первые христиане, во время римских гонений в начале нашей эры, они стали зарываться вглубь и превращать эти поселения в укрепленные подземные города. Города-коммуны. Кстати, официальные ученые тоже придерживаются именно этой версии, что эти все большие города были построены как раз на местах первых подземных поселений хеттов. И вот это, скорее всего, одно из них и есть, что достаточно интересно. То есть, раз для него написали целую надпись в конце 8 века, оно уже, значит, здесь существовало. Поэтому 8 век до нашей эры – это минимальная датировка этого невероятно интересного места. В общем, постепенно начал вырисовываться план новой экспедиции и новые исследования. Боже, сколько ж их у меня-то! Причем все как один они у меня в очень красивых местах. Турция вообще живописная страна. И, кстати, вот глядя с вершины холма, становится понятным, почему они жили под землей. Здесь деревьев нет. Строить дома снаружи не из чего. Из непрочного туфа их не построишь. А базальт почему-то оказался слишком твердый для их лучшего в мире железа. Конечно, это всего лишь одна из многих причин. Но эта тема уже для другого исследования. Для меня же более интересен этот сам наглядный пример того, как жили люди, лучше всех в древнем мире умеющие обращаться с железом. Максимум, что они смогли сделать своими лучшими в мире кирками, это выдолбить себе жилье в мягком туфе. Может, потому что они не имели доступа к иным инструментам и технологиям? Как вы думаете? Ведь другие народы еще за 2000 лет до них уже построили пирамиды. Причем без всякого железа. Как-то это странно, не правда ли? Пока-пока.